Самоа. Острова Самоа расположены в южной части Тихого океана и входят в субрегион Полинезии. Население этой местности всегда славилось своими морскими путешествиями. Острова разделены на два государства, которые обычно называют Западным и Восточным Самоа. Существует два Самоа – независимое государство Самоа и американское Самоа. Первое государство имеет независимый характер, второе принадлежит США. Независимое государство Самоа часто путают с американским Самоа. Мы поговорим о независимом государстве Самоа. Самоа – первое островное тихоокеанское государство, получившее независимость в 1962 году. Оно стало первым независимым государством в океане. Самоа – это островная страна в центральной части океании, часть Полинезийских островов. Омывается эта страна водами Тихого океана, состоит из 9 островов, принадлежащих архипелагу Самоа, в том числе двум большим – Саваи на западе и Уполу на востоке. Интересны острова тем, что расположены на линии перемены дат, то есть когда на восточном острове понедельник, на западном уже вторник. На Самоа практически нет диких животных. Здесь обитает большое количество птиц, особенно певчих, и насекомых, а также коренные обитатели этих мест – летучие лисы. Никаких хищников, змей или ящериц на Самоа нет. Бродячих собак и кошек тоже нет, зато много домашних свиней. В настоящее время 98% населения идентифицирует себя как христиане. Миссионерская деятельность на островах Самоа была очень успешной. Но несмотря на наличие христианской церкви, здесь до сих пор чтут традиции предков, устраивают обряды и праздники, как и 200 лет назад. До появления на Самоа европейских миссионеров у самоанцев не было письменности. Она была искусственно создана на основе латинского алфавита в 1834 году. Сейчас около 99% населения Самоа умеют читать, писать и считать, что является очень высоким показателем для этого региона. Жители независимого Самоа или просто Самоа считают свою страну родиной Полинезии и полинезийцев. Конечно, это дело слишком давних дней, поэтому ученые и не могут с точностью назвать тот остров в океане, где и зародился полинезийский народ. Но Самоа считается как минимум одним из центров появления полинезийцев и их культуры. Заселенные на рубеже 2-1 тысячелетия до нашей эры, жители Самоа отправили группы исследователей на самые разные острова. Они осваивали центр и восток Тихого океана. Острова Самоа основаны еще в V веке, а в качестве их первых жителей называют народности Лапита. Правда, согласно многим другим археологическим исследованиям, архипелаг был заселен намного раньше. Местные жители считают, что название острова Самоа переводится с языка их предков как «священный центр земли». Во второй половине 2-го тысячелетия до нашей эры в Западной Океании получает распространение культура Лапита. Самоанцы переняли особенности керамики культуры Лапита, обилие орнаментов на посуде и предметах быта. Большинство островитян живет в традиционных хижинах фале, имеющих овальную форму. Стены отсутствуют, а крыша из листьев кокосовой пальмы или пандуса покоится на деревянных столбах. Единственный город и основной порт западного Самоа – столица государства Апиа, 33 тысячи жителей, расположена на острове Уполу. Самоа считается одним из самых спокойных мест в данном регионе. Уровень преступности на этих островах крайне низок, поэтому проблем с личной безопасностью здесь не возникает. На островах большая часть земли, в том числе и побережье, является коммунальной собственностью, права на которую принадлежат семействам или деревням. Сельские общины рассматривают свои берега как охраняемую зону, поэтому весьма ревностно следят за ними. Интересный факт. Тут принято хоронить родственников прямо под окнами домов. Основа жизни Самоа – уважение к старшим, к себе, своим традициям и своей общине. Философия Самоа носит название Фаа. Именно благодаря такому взгляду на жизнь на Самоа царит благословенная и комфортная для всех атмосфера. Социально-экономической ячейкой общества Самоа является община, которая состоит из 3-4 поколений ближайших родственников по мужской линии, женщин, пришедших в общину по браку, и лиц, включенных в нее в результате усыновления или удочерения. Члены общины, 40-50 человек, сообща владеют землей и совместно выполняют все трудоемкие работы. В
Самоа есть люди третьего пола. Это люди, рожденные в мужском теле, но воспитанные как женщины. Обычно это младшие сыновья в семье. Фаа по-самоански значит похожий на, а фафини на женщину. Традиция переодевать мальчиков в девочек возникла на далеких вулканических островах задолго до того, как на Самоа вступили христиане-колонизаторы-миссионеры. Фаа-фафины могут вступать в сексуальные отношения как с женщинами, так и с мужчинами. Фаа-фафины очень много работают, в отличие от самоанцев мужчин, и они сильно привязаны к семье. Важная часть культуры Самоа – татуировки. У мужчин они располагаются до нижних бедер, а у женщин – от коленей до бедер. Многие исследователи сходятся во мнении, что традиционная полинезийская татуировка, ныне весьма популярная во всем мире, впервые появилась именно здесь, а Самоа уже распространилась по другим островам. В районе Палаули на острове Саваи расположена хорошо сохранившаяся группа насыпей, в центре которой расположена постройка. Она представляет собой сложенную из каменных блоков пирамиду высотой 12 метров и с размером основания 60 на 50 метров. По сторонам располагаются пандусы, ведущие к ее плоской вершине. Вокруг пирамиды находятся другие платформы, каменные стены и дороги. Назначение комплекса окончательно неизвестно, но предполагается, что это был главный церемониальный центр Самоа. Любопытно, что это не прямоугольная пирамида в привычном нам виде. Она имеет форму восьмиконечной звезды, ориентированной по сторонам света. Этот курган является крупнейшей из сохранившихся насыпей не только на Самоа, но и во всей Полинезии. Кроме того, на островах Уполу и Саваи найдено множество звездообразных насыпей неизвестного назначения из земли или каменных блоков. Курган Полимелей позволяет ученым предположить, что в Самоа существовала целая цивилизация.